Всех приветствуем, друзья, на канале Рыболов Копатель. Не могу не показать вам вот эти утренние кадры. Время 4:30 утра. Мы с отцом Сергием двигаемся на край нашей области за приключениями. Да. Вон побежала. Вон лиса бежит. Друзья, просто и спряталась. А вон мне пошла. Просто посмотрите, какой пейзаж. Шикарнейший. Красота. И мы отправляемся за приключениями. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Всем приятного просмотра. Немножко света не хватает, но ничего. Еще рано. Проезжаем речку Шишупы. О, красота какая. Посмотрите, ребят. О, рыба гуляет. Голавль, наверное. Там вон кто-то с ночевкой обосновался. Там отец Сергиева. Приветствуем вас, друзья, еще раз. Сегодня у нас вот такой вот выпуск. Мы втроем сегодня за кадром отец Сергий, комрад Серега, наш проводник в эти места. Приехали мы очень далеко. И что примечательно, вот такая интересная находка была. Посмотрите. Сергей выкопал вот такой нож. То есть это чисто охотничий нож. В этих местах, в местах, где было лесничество. Обратите внимание, вот это рог оленя, да? Оленя, да, оленей рог. Посмотрите, на гарду копыта. Бронза, литье, просто красота. Вот здесь ракушка. К сожалению, утрачен какой-то декор, который был здесь. Возможно, есть предположение, что тоже какие-то животные были изображены. Сами ножны были из кожи. Естественно, они утрачены. Ну и клинок стальной. Состояние сами можете видеть. Но сама находка это просто что-то изумительное. Посмотрите, какая красота. Как ты его нашел, Серега? Расскажи, как у тебя вообще впечатление? Ты в шоке был или нет? Нет, я его откопал, кинул в рюкзак, дальше пошел. Да? Ну, типа, просто было. А когда домой пришел, ну, тогда уже, типа, понял, что откопал. Что-то серьезное. Что-то серьезное. А так думал, ну, закинул, пошел. Ага. Что бы вы думали, друзья? Не без веселки. Не без веселки. Два яйца в желе уже. На такое уже не пойдет. Такое уже не увезешь. Ну где одно, там и остальные. Короче, кто находит, кричите, я буду рыть. Как Хоть съедим по одному. как труфельный свин, да? Угу. Вот они. А вот простреленный уже валяется. Ну все, мы пришли на точку, ребят. Тут вот фундамент и лесничество, и на дороге первый сигнал. И вот такая вот планка маузеровская. Комарики лютуют. Так, а здесь у нас, похоже, гильза от охотничьего патрона.
LA 16. По-английски написано. Под деревом был сигнал, друзья. Посмотрите, вот такая вот переноска. И что характерно, здесь некий текст. Сейчас на солнышко вот так поставлю. Текст присутствует здесь. Что-то W, СК. И вот здесь что-то написано. Сейчас почищу, посмотрим, что это могло быть. Век, как будто по-немецки написано. И что-то сверху есть. Сейчас еще попробую. Видно что-нибудь? Нет? Когда на солнце. Угу. Ну вот что-то такое. Кто узнал принадлежность, что это такое? Дымокур может какой-нибудь или что это? Или фонарь? Фирна. Фирна Век, что-то такое. Ну, немецкая. Ребят, а вот тут получается дорога была, вы можете ее видеть. Посмотрите, как отлично просматривается. Наверняка и монетки какие-нибудь теряли. Друзья, интереснейшее действо. Сигнал в дереве. Я уже... Оно трухлявое. Сейчас мы достанем. Посмотрите. Посмотрите. Сколько дает? Я не вижу. 23. Сейчас мы достанем. Что там? Пуля, скорее всего. Скорее всего, пуля. Серега вернулся. Ну как, Серег? Либо прибор просто. Чисто в дереве сигнал. Прям хороший, да? Ну, звонкий. Да. Пуля же может? По Слушай, для пули что-то сильно она борзо звенит. По факту, а что тут кроме пули еще может быть? факту. Ниже, выше? Нет. Вот примерно вот тут. Не выкапывал бы, друзья, но такое предчувствие, так как здесь охотилась элита немецкая. Есть предположение, а может какой-нибудь, байер, подвыпили они здесь. Он пошел, говорит, ребят, давайте дуб здесь посадим. Назовете его моим именем. Было это 100 лет назад. И он семечко кинул и перстень свой положил. А у него там на охотничью тему было.
перстень положил, оно проросло, семечко раскрылось. И получается так, что дерево вокруг перстня росло. Росло. Да тут молния ударила по нему. И все, нету больше дерева, а перстень там звенит. Друзья, тем временем у нас уже заявка на каноэ. Скорее всего, будем лодку потом делать из этого. Может быть, и по реке сплавляться даже будем. Все, звенит, короче, вот такая линия. Непонятно, что это. Надо добиться результата. Вот он, этот пень. Посмотрите, вот идет вот так сигнал, потом прерывается и опять тонкий. Может, это проволока, я не знаю. Но Deus 2 показывает 23. Все, там сердцевина началась, ее просто невозможно разрубить. И не видно ничего. Я не знаю, бросать что ли это дело. Серега, проводник, отправился домой для того, чтобы взять бензопилу. И сейчас мы узнаем, что там внутри в дереве находится. Не переключайтесь. Ребят, посмотрите, какая находка. Изумляшечка просто. Посмотрите, какая кирочка аккуратная. Маленькая, односторонняя. Мейден. Восточная Пруссия. Конечно, мы такую забираем Сергею на склад, в накопитель забираем пока. На филиал склада. Смотрите, был черный сигнал и главное вот кусок кожи, такой сохран бойкий. А под ней колышек стальной в очень хорошем состоянии. Забираем, ребята. Вдоль ручейка помойка пошла. И смотрите, какой бутылек прикольный выпал. Красотуля какая. Батюшки мои, блин. Ай-яй-яй. Подготовка высочайшая, ребят. Главное со стопора снять. Серег, походу, уперся в нее, наверное, или нет? Смотрите, вот распилили на две части. Это большое бревно, назовем его так. Но вот в срезе вообще никаких металлических вкраплений нет. Здесь был сигнал, начинаем пилить, сигнал ухудшается. По мере... Понятно, что такое происходит. У кого есть догадки и кто с таким сталкивался, пишите, что это за явление такое. Прибор дает не цветной, но четкий сигнал. По мере приближения к нему, по мере того, как мы выпиливаем древесину, сигнал хуже становится и вообще пропадает. Вот сейчас вот тут звенит. И здесь звенело до того момента, пока мы не разделили, не отделили и не сняли верхний слой. Вот такая ерунда. Ну вот, пришли на место, где Серега в свое время нож выкопал охотничий. Вокруг еще позвонить, вот сигнальчик был и замок. Наверное, ящик был, в котором и лежал тот самый замечательный нож. Кружим вокруг места, где был найден нож. Такая пуговка с узорчиками. Посмотрите, какая мелкая, прикольная. Интересная, необычная. У Сереги сигнал какой-то. Отец Сергий пошел веселку искать. Следующая находка под деревом. И манерка. Манерка подустал.
Заморился хлопец. Грибос. Че, вкусняшка, не? Ой, и не говори. Пасхалыч, да? Подписывайтесь, друзья, на канал Рыболов Копатель. Ставьте пальчик вверх, нажимайте колокольчик, подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Немецкая электрика. Цоколь, походу, был. Исследую дорогу. Был цветной сигнал. Вот такая вот ручка. Наверное, от какой-то посудины. И на ней даже вон кругленькое клеймо имеет место быть. Друзья, мы переместились исследовать прилегающую территорию. Сейчас пойдем по полю погуляем маленько. А посмотрите, какая красота, батюшки мои. Вау! Посмотрите, какой красавчик. Уже не молодой, конечно. Уже, конечно, не молодой. Но вот такой грибульчик. А вот и идет главный охотник за грибами. Бах! Старенький. Но все равно симпатичный. Старенький, беловатый. На семена оставим его. Вот здесь пускай сыпется. Споры, да, летят Да. в разные стороны. Заяц поскакал, ну. Сереги вот сигнальчик был. И пуговка с орликом. Зачетец. Патина такая вообще. Зеленая, кайф. Отец Сергий времени даром не терял и набрал неслабый букет зверобоя. Трава от 99 болезней. Скоро на ютубе Отец Сергий канал будет такой. Ребят, ну все, с поля мы вышли. У нас такой ознакомительный выезд прошел. А вот смотрите, какой памятник. В музей, к сожалению, мы не попали. Он закрыт. Буквально вот за 15 минут до нашего приезда закрылся. По дороге остановились, ребят. Вот, пакет 200 рублей. Пол-литра. Блин, такая красота вообще, вот посмотрите. Просто свежайшая, витамины. О, вот она. Просто приятного аппетита. Короче, тут своя атмосфера, ребят. На нашем пути еще один памятник, друзья. Гросс Ленке Нин Кеп. Ну, в память жертвам Первой мировой, надо полагать. И посмотрите, следы от пуль. А теперь мы в Немане, друзья. И снова памятник по Первой мировой. С этой стороны. Здесь спортзал. Здание спортзала.
бывшая. Смотрите, ребят, там внизу ров и болото. А вот здесь ступеньки и некий механизм. Посмотрите, что это такое? За катапульта была. У кого есть идеи, пишите в комменты. А вот здесь вот братская могила. Сейчас подойдем туда, посмотрим. Ребята, всем спасибо за просмотр. Нагулялись, надышались. Серега вон сидит уже, смородину долбит черную. Поехали мы домой. Всем спасибо, кто с нами гулял. Подписывайтесь. Сергею, проводнику, спасибо тоже большое. Показал нам места интересные. На заметку взяли. Будем ездить. Всем пока.